истощение российской ПВО перед парадом, обращение к Путину из Парижа, а также новая цель Кремля. Чего хочет Москва к 9 мая? В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости к этому часу. Макрон бросает вызов Путину, а новый канцлер Германии заявляет о готовности Берлина следить за действиями Киева и Москвы в период прекращения огня. Громкое заявление. Титановый шар весом в полтонны упадет на Землю со скоростью в 500 км в час. Потенциальным местом падения считается и Европа, когда межпланетная станция «Космос-482» зайдет в атмосферу. Путин готовится к 9 мая. Как решил насолить Зеленскому? Какой новый приказ Москвы? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Самолеты сели, беспилотники взлетели. За сутки до начала парадного перемирия Украина и Россия устроили одну из самых масштабных перекрестных атак с помощью ударных БПЛА. В небе, по подсчетам команды «Нехта», практически одновременно находилось более 700 дронов. И это лишь согласно официальным данным, которые смогли озвучить стороны. Воздушные силы Украины заявили, что Россия выпустила по Украине 187 дронов и 5 баллистических ракет. А в Минобороны РФ заявляют лишь об уничтожении и перехвате 11 ракет, а также 524 украинских дронов. Сколько при этом летело и сколько сбить не удалось, такой статистики из России просто нет. Тем не менее, в Украине говорят, что эта атака не прошла бесследно. Она порядком истощила російську ПВО. Важливо, що розуміти, велика кількість ППО, зокрема з 400 установок, Панцер С-1 та інших, були стягнуті до Москви. І Підмосков'я зараз було під інтенсивною атакою, і через що перевантаження відбувалося системи протиповітряної оборони Росії, великий розхід БК і значна кількість установок, будемо так говорити, залишилися просто станом на зараз без БК. Страна, напавшая на Украину, впервые сталкивается с такой массированной, а главное продолжительной атакой. Все это происходит в преддверии 9 мая, когда Путин ждет прибытия на парад тех, кто согласился прилететь. Часть гостей смогла приземлиться в РФ. В то же время появлялись сообщения, что авиалайнерам приходилось совершать вынужденные посадки в других странах из-за невозможности прилета в РФ. Более 300 рейсов были отменены. Вот так накануне выглядел аэропорт Пулково под Санкт-Петербургом. Там образовалась пробка из самолетов. Всего же 60 тысяч россиян оказались заблокированными в аэропортах страны. Путин хочет символической победы для себя к 9 мая, а поэтому в Кремле отдан приказ: сапог российского солдата должен ступить на территорию Днепропетровской области, в которой находится родной город Зеленского, Кривой Рог, и куда еще армия РФ вообще не ступала. О планах Кремля пишет издание The Times. Если за сутки россиянам удастся пробиться к этой области и зайти, а до нее остаются считанные километры, ведь она находится рядом с Донецкой, то уже 9 мая Москва представит это событие как значительную победу. Авторы издания уточняют, что уже сейчас яростные атаки России ощущаются в приграничных городах и селах Днепропетровской области, которые ранее считались безопасными. Попытка России продвинуться к границе сопровождается резким ростом обстрелов и атак дронов по всей Донецкой области. Войска Путина пытаются проломить украинскую оборону. Последствия этих атак видны повсюду. Зияющие дыры в стенах обугленных многоэтажек, черный дым, поднимающийся в небо над Покровском, стратегически важным городом, который почти стерт с лица земли беспорядочными ударами Кремля. Берлин готов следить за соблюдением режима прекращения огня между Москвой и Киевом, если Россия и Украина таки заключат мирное соглашение. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отправился в свой первый зарубежный визит в Париж. Канцлер считает, что сейчас все зависит только от решения Путина. Он может прекратить войну, а может ее продолжить. Финал только за ним. Мерц при этом заявил, что пока не будет достигнуто постоянное прекращение огня и не будет соглашения с Россией, то говорить о масштабах гарантий безопасности для Украины рано. Сам же канцлер обещает вот-вот приехать с визитом в Киев.
Die Ukraine kann sich Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии и Франции в борьбе против российской агрессии. И позвольте мне быть предельно ясным. Президент Трамп также имеет нашу полную поддержку в стремлении прекратить войну и остановить убийства в Украине. Для этого мы будем тесно сотрудничать с США, Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы добиться справедливого, прочного и устойчивого мира. В то же время Макрон обратился к Путину из Парижа и задался вопросом, готов ли Кремль играть в долгую и объявить перемирие не на 3 дня, а на месяц минимум. Кроме того, президент Франции допустил, что обещанного перемирия не будет. Есть только один вопрос, на который нужно ответить. Готова ли Россия к прекращению огня как минимум на 30 дней, чтобы заложить основу для прочного и устойчивого мира? Это единственный вопрос, остальные ответы последуют, но нам нужно выйти из процесса, в котором мы постоянно вынуждены предоставлять значимость тому, кто не дает ее миру и уже 3 года ведет агрессивную войну. Итак, после 3 дней прекращения огня, которые, вероятно, не будут соблюдены, как и предыдущие, будет ли президент России, наконец, верен своему слову, особенно тому, что он дал во время переговоров с администрацией США? Удар по атомной электростанции. ЗАЭС потеряла питание одной из 2 внешних линий электропередачи, которые соединяют непосредственно саму станцию с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия обесточена, заявляет Министерство энергетики Украины, и обвиняет в ударе Россию. Сейчас станция получает электроэнергию только по одной линии. Стратегическому объекту грозит блэкаут. Обеспечение внешнего питания, необходимого для безопасной работы станции, снова находится под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что представляет серьезную угрозу для радиационной безопасности. В Украине призвали деоккупировать станцию для безопасного функционирования и заявили, что с февраля 2022 года ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут. Напомню, что в Вашингтоне предлагали присвоить территориям вокруг Запорожской АЭС нейтральный статус и отдать их, а также саму станцию под контроль США. Об этом ранее писала западная пресса. В конце апреля на это сообщение отреагировал Лавров, заявил, что Москва не получала такого предложения от Вашингтона, но если оно и поступит, то Россия даст понять, что передавать ЗАЭС под управление Америки не собирается. Лукашенко перед вылетом на парад в Москву решил помиловать тех, кого сам и бросил за решетку. 42 человека, которых в Минске считают экстремистами лишь за участие в протестах или критике власти, вышли из белорусских колоний. Об этом заявила пресс-служба непризнанного президента. Их фамилии не называются. Уточняют лишь, что это 18 женщин, а также 24 мужчины. У 13 из них хронические заболевания, 1 с инвалидностью. Большая часть помилованных имеет несовершеннолетних детей, и 10 человек из тех, кто теперь на воле, это люди старше 50 лет. У Лукашенко заявляют, что все они раскаялись и сами подали прошение о помиловании. Однако теперь на свободе освобожденные будут на постоянном контроле силовиков режима. В Минске уточнили, что это своеобразный жест Лукашенко в преддверии Дня Победы. В правозащитном центре «Весна» уточняют, что предыдущая волна помилований политзаключенных состоялась в январе этого года. Тогда освободили 8 человек. Всего же на сегодняшний момент с июля 2024 года по помилованию освободили 300 политзаключенных. Особо опасные преступники. В Кении под суд пошли похитители африканских муравьев. 4 парня, в том числе 2 туристов из Бельгии, пытались вывести из страны 5500 гигантских муравьев-жнецов. Однако бизнес-план провалился. Молодых людей арестовали во время сбора ценных насекомых в национальных парках. Муравьев они собирались вывести в Европу или Азию и, как утверждают следователи, продать. Таких больших жнецов обычно используют в муравьиных террариумах. Прокуроры Кении оценили муравьев в $9300, но на европейском рынке их стоимость могла достичь 1 миллиона. Судьи посчитали, что незаконный вывоз таких насекомых мог подорвать права Кении на биоразнообразие, а также лишить страну экологических и экономических выгод. Обвиняемые свою вину признали, однако уверяют, что они не контрабандисты, а муравьев собирали для себя, а не для реализации. Суд в это не поверил и заявил о биопиратстве.
Обвиняемые должны заплатить штраф практически $8000. Если же таких денег нет и они не согласны платить, то есть выбор – можно отправиться в тюрьму. В заключении Ду и Деннис приговариваются к штрафу по 1 миллиону шиллингов каждый. В случае неуплаты они отбудут по 12 месяцев в тюрьме. У них есть 14 дней на обжалование. Конец близок. К Земле приближается советская межпланетная станция «Космос-482». Она неконтролируемо падает и достигнет атмосферы в период с 9 по 14 мая. Это посадочный модуль станции, которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Точное место падения пока неизвестно. Аппарат движется по орбите с наклонением 52 градуса, поэтому зона возможного падения ограничена 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. Это включает большую часть Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии, но большая часть этой территории – океаны, что делает падение в воду наиболее вероятным. Например, в Ташкенте заявляют, что вероятность падения аппарата «Космос-482» в Узбекистане менее 1%. Тем не менее, во многих странах обеспокоены приближением такого объекта, а точнее титанового шара, который летит к Земле. Хотя большая часть аппарата сгорает при входе в атмосферу, особую опасность представляет титановый шар массой около 500 кг, предназначенный для посадки и работы в суровых условиях Венеры. Этот компонент, скорее всего, после входа в атмосферу Земли упадет целиком. Несмотря на наличие парашюта, он может не сработать после 53 лет пребывания в космосе. Ожидается, что скорость удара о Землю может достигнуть 500 км в час. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.